Всем привет. Ну, прошу прощения за мой потрепанный вид. Как вы, вероятно, догадались, недавнее видео со мной в маечке — это заранее заготовленные съемки. Я действительно собирал материал несколько месяцев для серии видео по теме застройки в Испании. И вот, как знал, пригодились. Я заболел примерно 10 дней назад простудой. И сегодня, пожалуй, первый такой полноценный день, когда я себя адекватно чувствую и могу выступать. Я пытался записывать видео в предыдущие дни, но когда легче было. Но, к сожалению, нет. С момента посещения госпиталя Марина Баха в Вилахойосо. Вилахойос — это там, где вертолетчика расстреляли, если помните. Вот с этого момента мне все хуже и хуже. Видимо, в госпитале где-то подхватил какую-то инфекцию. Погода сейчас в провинции Аликанте обманчивая. Ночью прям так прилично холодно, где-то 3-5 градусов тепла. Не забывайте, что мы около моря, то есть здесь достаточно высокая влажность. Днем 16-17 на солнышке, так прям приятно припекает. Жители Нидерландов приехали сюда отдыхать, поляков много слышно. Они в шортах и маечках ходят, для них тепло, а мне вот в кофточке сидеть. Из новостей. Да, кстати, подпишитесь, пожалуйста, и поставьте мне лайк, напишите комментарий. Я прям обожаю своих комментаторов, даже те, которые пишут какую-то критику. Она мне помогает развиваться. Так вот, из новостей. Подняли электричество, цены на электричество подняты, отменили льготу по НДС, но субъективно тратить стали больше. Как я говорил и буду повторять это, к сожалению, здесь в испанских домах нет такого понятия, как звука, и она же теплоизоляция. Я понимаю, что это разные вещи, тем не менее. Если есть теплоизоляция, она выполняет роль звукоизоляции. Стеклопакеты здесь одинарные или двойные, но не герметичные, скажем так. И, к сожалению, вот в этом месте, где я сейчас живу, мой потолок — это пол веранды выше этажом. То есть это бетонная плита, которая за ночь охлаждается, и холодный воздух спускается вниз. Поэтому под утро мне прямо реально холодно. Приходится спать в одежде, чего я не делал в России. Потому что там есть отопление. А отопиться электричеством дорого. Есть инфляция продуктовая. Вот я вчера заметил, что молоко самое дешевое, которое я покупаю в Консуме, это сеть, такая большая сеть типа Магнита, магазин у дома у них есть. Так вот, в 22 году литр молока стоил Энтера, то есть цельное молоко, стоил 0,9 евро, год назад 1 евро. И вчера я покупал, заметил, что 1,09. То есть каждый год поднимается на 10 центов, 10 центимов. Вот. И так продуктовая инфляция во всем. И яблоки подорожали, и понятно, что они, в общем-то, сезонные, но тем не менее. Мандарины висят на деревьях, их никто не собирает. Мне объяснили, что стоимость сбора мандарин с деревьев выше, чем стоимость, по которой можно продать. То есть им выгоднее дать этим мандаринам повисеть на ветках. Когда вот сезон отойдет, они будут их собирать. То есть собирают эти мандарины и, в общем-то, себе в убыток, если собрать их все. Поэтому они многие падают вниз. Такова экономика. Ладно, еще раз подпишитесь. Напишите мне комментарий.
А я в этом видео отвечаю на ваши комментарии. У меня есть несколько постоянных зрителей, слушателей. Огромное им спасибо. Собственно, вот это у меня ответы на ваши комментарии, которые накопились за 10 дней. Номер 1. Мне интересен ваш опыт, который уже систематизирован. Дальше читаю. Не когда вы рассказываете об конкретном успехе в частном случае, а когда вы рассказываете, как добиться повторяемости этого успеха в похожих ситуациях вообще. И вот тот же самый комментатор, по-моему, Олег, я посмотрю, я уже по аватарам запоминаю, предлагает мне написать книгу «Как заставлять госслужащих выполнять свою работу». Идея отличная. Я действительно считаю, что у меня есть опыт, активной деятельностью правозащитной я занялся где-то с 2006 года. То есть первый раз председателем ТСЖ я стал в 2007 году. Поэтому есть, а вы сами понимаете, председателем ТСЖ это нужно уметь все. Я помню, в 2007 году я даже аудит теплопункта проводил. Прикиньте, вспомнил. Так вот, действительно хочу систематизировать свою работу и вам в виде некого инструкции для применения предоставить. Есть один нюанс, и он понятен. Жизнь в России идет вперед. В России меняется ситуация, и, к сожалению, то, что казалось диким 3 года назад, сейчас скорее становится нормой. То, что казалось диким в 2020 году до пандемии. После пандемии, например, вот эти все антиковидные причины, по которым нельзя собираться на митинги, сейчас кажется, ерунда. То есть Россия скатывается к все большему бесправию, неправосудности, большему хаосу. И это не контролируемый хаос, а это скорее неконтролируемый хаос. Но я по-прежнему, отвечая на этот комментарий, я с ним согласен, действительно буду работать на неком, может быть, курсе каком-то. Подумаю, книга, мало кто из нас сейчас читает книги, но, возможно, я приду к идее, поскольку я занимался преподаванием какого-то такого вот туториала, инструкции по применению, курсе, может быть, как защищать свои права. Я действительно верю, что даже в этом хаосе я могу вас научить ловить рыбу и дать вам удочку. Но поймаете вы рыбу или нет, это зависит от вас. Но я буду над этим работать. Спасибо за комментарии. Действительно, я вот эти примеры моих личных успехов или неудач, любая неудача это все равно опыт, это все равно положительный результат. Я на этих примерах вам как раз показывал, как ловить рыбу. Один маленький лайфхак, который вы прямо сейчас можете выучить. Тот, кто жалуется, прежде всего и получает улучшение. С 2017 года я писал жалобы о том, что асфальт на улице Титова был. Когда я покупал участок в 2006 году в Горячем Ключе, асфальт на улице был. И я доказывал, что он там был примерно до 2012-2013 года. Потом его убрали. Доказывал, боролся. Знаете, что делала администрация? Она отсыпала щебнем прямо перед моим домом. Наверху, выше улицы Титова, на Ольховой. То есть, делают тому, кто жалуется. То же самое, я по соседям прошелся, у многих дети ходили в 3-ю школу в Горячем Ключе. И я писал о том, что улица Титовая, улица Ольховая не освещены. Знаете, куда в первую очередь сделали подсветки? Это попало в видеоролик, который я выкладывал недавно. Освещили прямо перед моим домом. Это первая очередь была. То есть прокинули ровно до жалобщика. Поставили фонари. И мои дети, дети соседей могли ходить по освещенной улице. А дальше по улице не стали делать. И я продолжил жаловаться, потом они уже доделали до конца.
То же самое про поводу оптики от Ростелекома, который я протянул. Сделали прежде всего тому, кто больше всех жаловался. И протянули в первую очередь. Ну, правда, потом на меня соседи наезжали, что интернет недостаточно быстрый по оптике, не так, как они хотели. Но тут называется сам виноват. Благие намерения наказуемые. Но все равно. Общее правило такое, если вы инициатор, допустим, коллективного письма, кстати, да, это еще один вам выгодный лайфхак, кто досмотрел до этого момента, его знает, чтобы вы не боялись, а бояться надо, страх это хорошее чувство, это чувство, которое позволяет вам мобилизоваться, так вот, чтобы вы не так сильно боялись того, что к вам придут, как к инициатору жалоб, делайте коллективные жалобы. Все равно администрация, или прокуратура, или полиция, они все равно поймут, кто инициатор. Стучать в российском государстве никогда не разучатся. Но одно дело, когда ты написал жалобу, что улица плохая, а они могут сделать так, поговорить там с председателем ТСЖ или с председателем ТОСа. ТОС это территориальная организация самоуправления, типа ТСЖ, только для частных домов. Так вот, они могут поговорить с председателем ТОСа, и тот напишет, что нет, дороги прекрасные, ремонт не требуется. Но если вы напряжетесь немножечко, это очень полезное действие, и пройдетесь по соседям, и соберете у соседей подписи, а наверняка в частных домах или в многоквартирном доме, с десяток обеспокоенных граждан вы найдете. Вот вы собираете 11 подписей, меньше не надо. Лучше минимум 10 подписей плюс ваши. 11 подписей это уже коллективное письмо. И на коллективные жалобы чиновники реагируют совсем по-другому. Вы уже не свою точку зрения предоставляете, а точку зрения коллектива. С коллективной жалобой можно и к депутатам пойти. Кстати, вот вам доказательство того, что я все время развиваюсь. И поэтому нужно подписаться на мои 2 канала. Журналист в Испании, Journalist in Spain, и школа юридической самозащиты, адвокат Free. Я в Испании применяю те же самые методы, которые я применял в России. Я добился того, что мэрия мне вернула деньги за невыданный мне учебник. 4 месяца, 5 почти добивался, но вернул деньги. Я вчера пошел на другие курсы испанского языка. В другой организации, они не совсем бесплатные, но там мне выдали бесплатный учебник, но нужно платить за занятия. Но зато там занятия, ребята, практически индивидуальные, 5 человек всего лишь в группе. И нас прямо учат говорить. То есть я доволен, и преподавательница такая позитивная, веселая. Ну, это, конечно, если ты сам не учишь, не выучишь. Но суть в том, что я эти же методики применяю здесь, в Испании. И они подходят, они работают. Чего я не сделал, я вам только что вам сказал, чего я еще в Испании не сделал. Я пока не научился работать с депутатами. Тут такая же толпа депутатов, как и в России. Местные депутаты местного совета, женералитет, то есть правительство региона, это у нас Валенсия. Есть у нас еще провинция Аликанте, там наверняка тоже какие-нибудь депутаты сидят. Провинция это типа как район, да, вот мы в Аликантском районе, Валенсианского края. Паис Валенсиано, да, Валенсианская страна. Называется это автономное сообщество. И есть же депутаты еще Кортесов, то есть парламента Испании. С депутатами я пока не умею здесь работать, но я все время себе говорю: Андрей, ты учишь людей, как работать с депутатами, и они реально помогают. Вот пример с фекальной канализацией в горячем ключе. Депутат Аверьянов включился из законодательного собрания Краснодарского края, и мне перестали идиотские отписки слать, а начали осмысленные ответы давать. И оказывается, я был прав и в 22 году, и в 24, и в 25. Но и в Испании я еще не научился. Поэтому свои рецепты я и на себе проверяю. Так, второй вопрос. Расскажите, как относятся к вашей деятельности ваши близкие. Родные, жена, по-моему, вы в разводе, дети и друзья. Согласитесь, как минимум моральная поддержка важна для мужчины в любых начинаниях. Соглашусь. Значит,
Ой, это большая тема. Ну, давайте, раз уж отвечать, так отвечать полностью. Я был дважды в браке. Первый брак 10 лет прожил, еще со студенческой скамьи. У нас не было детей, и, к сожалению, такие браки тяжело сохранять. Ну, в общем, мы более-менее по обоюдному согласию разошлись. Ну, бывает индивидуальная несовместимость. Насколько я знаю, потом у моей бывшей первой жены появился ребенок, и у меня. Вот. Вторая жена бывшая, да, обоснованно считает, что то, что нам сожгли дом, результат моей профессиональной деятельности. И если бы я меньше, что называется, молол языком, то я, наверное, бы сохранил имущество. Я должен согласиться по прошествии почти 3 лет, что, наверное, мы как минимум на 50% права, но история не терпит сослагательных наклонений. Сожгли, наверное, бы нашли другую причину, чтобы сжечь. Я никогда не умел лизать задницы и целовать жопы, поэтому прокололся бы. Да, вот тут можно рассуждать. Я себя каждый день спрашиваю, как бы я себя вел, если бы я прилетел в декабре 22 года в Краснодар, как я планировал, если бы я вернулся с отпуска, из отдыха, я бы, наверное, уже сидел в тюрьме. Мне так кажется. Потому что я бы не смог. Этот градус истерии провоенной, он возрастал еще и в сентябре 22 года. И администрация требовала, чтобы больше и больше и больше людей включалось в поддержку войны. Ну, я бы, наверное, как минимум был бы подозреваемым в уголовном преступлении. Я бы не смог сдержаться. И я бы полагал, что это была ошибка возвращаться. Ну, наверное, я бы сохранил дом. Его бы в этом смысле не сожгли. Неизвестно, что лучше, быть на свободе и без жилья собственного, и мыкаться по чужим углам. Мне очень тяжело арендовать в Испании. Не буду раскрывать тонкости, это не мой секрет, как я здесь арендую. Ну, скажу так, что мне помогают добрые люди. Но остаться с домом и быть в заложниках российской системы в тюрьме, или пойти на сделку с совестью и сотрудничать с властью, не знаю. Мне кажется, что свобода одна из высших ценностей. Почти в 50 лет оказаться в тюрьме, потерять здоровье на допросах, быть опущенным. Ну, вы же понимаете, это такие методы действия с несогласными, особенно с политическими, стать заложником в российской системе, бесправия, кривосудия. Не знаю. Я пока себя убеждаю в том, что я хоть и приболел, но в целом еще здоров для своего возраста, на свободе. У нас вся семья долгожителей. У меня в запасе еще минимум 37 лет, а то и все 50. Ну, дедушка был долгожителем, больше 100 лет прожил. Так что в Испании, кстати говоря, самые длительные сроки дожить. Вот, допустим, я арендовал как-то 99-летней женщине. Вполне себе активная бабушка приходила сама. Но вместе с сыном, которому столько же лет, сколько мне, но приходила своими ногами, не на каталке. Активно интересовалась, как мы там 4 студентов арендуем в Сабаделе. Так, что касается близких, ну, есть такая шутка, дочка моя, когда маленькая была, не могла понять, почему меня нет.
она рассказывала, что если папы долго нет, значит папа с кем-то ругается. Но с другой стороны, мой ребенок с 1 класса школы знает 51-ю статью Конституции. Я рассказывал в одном из видео. Им задали на уроке задание рассказать, чем занимаются родители. Зачем это нужно властям и учителям, непонятно. Но, в общем, дочка поднимается и говорит на обществознании, да? Поднимается и говорит: пользуясь 51-й статьей Конституции, отказываюсь давать показания о своих родителях. Класс лег, просто лег. Но она получила 5. То есть в дочке я воспитал борца, но в отличие от меня, от мальчика, она умнее, она мудрее. И она не сражается против ветряных мельниц. Но с другой стороны, в Испании сражение с ветряными мельницами — это национальный вид спорта. Так что некоторые поддерживают меня, родственники. Ну, папа мой, я могу сказать, погиб, умер от скоротечного рака, который начался у него в декабре 22 года, когда он узнал, это большая была потеря для всей нашей семьи, когда он узнал о том, что мой дом подожгли, он сгорел. Понятно, я 15 лет его строил, все мои сбережения были в этом доме, и мне некуда вернуться физически. И вот у него развился рак, и он в мае 2023 года умер. И, мама еще жива. Не знаю, они не все так полностью меня поддерживают, как дочка. Наверное, это нормально, потому что мы все как-то думающие люди, разная позиция. Но негативно, чтобы когда я в России боролся за права, вот 100% негативно против этой моей правозащитной деятельности никто из родственников не выступал. То есть они, в общем-то, понимают причины, почему я этим занимаюсь, не разделяют скорее методы, как я борюсь за права свои и соседей, но понимают, почему я это делаю. То есть поддержка все-таки какая-то есть. Ну да, и меня очень поддерживают мои подписчики. Раскрою не мой секрет небольшой, что и здесь, в провинции Аликанте, есть у меня подписчики, которые мне помогают решать мои бытовые проблемы в моей жизни в Испании. И мне звонят достаточно часто и пишут в Телеграме, в Сигнале, в WhatsApp. Люди, которые приехали в Испанию, случайно увидели мое видео в YouTube или там в Инстаграме мой какой-то пост. Люди со мной связываются и просят советы, я им подсказываю то, что знаю. Понятно, потому что я в этом общаюсь. Круги просителей убежища, мигрантов, релокантов. Вот те знания, которые у меня есть, я трачу свое время абсолютно бесплатно. Рассказываю людям то, что я знаю. Сразу даю ремарку, что это мое субъективное знание, что в испанском законодательстве я ничего не знаю, и я просто передаю свой или проверенный чужой опыт. Кто-то же мне рассказывает, у меня есть обратная связь. Люди рассказывают, помогли мои советы, не помогли советы мои. Плюс я сам, как вы знаете, я то пойду в экстранхерию, это отдел по работе с иностранцами, то пойду в какие-нибудь там НКО типа Красного Креста. Вы видели, я волонтерской деятельностью в Красном Кресте занимаюсь и периодически к ним в офис хожу. То есть я активно общаюсь по этим темам и стараюсь up-to-date держать информацию. Так, третий вопрос. Интересные лайфхаки жизни в Испании для эмигранта. Как и где снимать жилье, покупка продуктов, готовой еды, транспорта, интернета, если русские поселения в Испании и т.д. Так, у меня есть отдельный канал Russes Talks. Russes, в смысле Ру-Уа-С, то есть русские украинцы с испанцами. Russes Talks. Русско-украинские разговоры в Испании. Так хотите, можно назвать этот канал. Это отдельный канал, я его открыл
практически сразу же, как оказался в Испании в 23 году, в форме интервью, то есть на пару там, не мои монологи, а там все парные диалоги, мы как раз обмениваемся лайфхаками. Я дам сюда ссылку, можете перейти. Ну, первый, чтобы не повторять контент из того канала, где вот он отдельный, там есть и интервью с врачами действующими, интервью с Ларисой, допустим, она такая вот самобытный историк Каталонии, очень интересно рассказывает о районах Барселоны, историк-любитель, прям она влюблена в это дело. Ларис, привет. Есть разговоры с психологами, ну, в общем, вот с Арсением Максимовым мы проговаривали с ним, как вот переезд — это травма или не травма, релокация. Мой пример чуть-чуть рассматривали. То есть там специально заточено на лайфхаки. Подпишитесь на этот канал, Russos Talks. Немножечко там приостановлена деятельность на том канале, потому что в связи с переездом мне сложно, ну то есть я переезжал, мне сложно выкроить время на третий канал, ну, наверное, возобновлю эту деятельность, пока я, как сказать, набираю материал по лайфхакам. И, значит, первый и самый важный лайфхак, который я понял, и он подтвердился для Испании, человеческий фактор. Очень важен человеческий фактор. Неоднократно, не только из собственного опыта, но и опыта других людей я выяснил. Вот ты можешь пойти в банк, отделение, допустим, банка ББВА, прийти и сказать: у меня российский паспорт, я хочу открыть счет. Тебя пошлют, скажут: нет, мы россиянам счета не открываем, или у тебя должно быть НИЕ. НИЕ — это уникальный номер иностранца. Присваивается один раз и на всю жизнь в Испании. Пошлют. Не сдавайтесь. Идите в другое отделение того же банка. Лучше всего в более крупное. Вот это лично мой опыт. В Барселоне в одном отделении мне отказали. Я пошел недалеко от кафедрального собора в другое отделение. Что-то там, забыл название улиц, недалеко от рынка и кафедрального собора, чуть ли не крупнейшее отделение банка ББВА, центральное. Пошел туда, мне открыли счет по российскому паспорту. Подчеркиваю, это было в 2022 году. Сейчас правила могут измениться, но общее правило осталось таким же. Принятие решения при одних и тех же законах зависит от чиновника, от бюрократа, от клерка. В одном месте вам откажут, в другом месте той же организации могут помочь. Не сдавайтесь, идите к другому чиновнику. Понятно, да? Где снимать жилье? Снимать жилье, наиболее известная это онлайн-площадка Идеалиста. Есть еще всякие фотокассы и другие сайты. Мне кажется, я пользовался Идеалистой всегда для снятия жилья. Чего я не рекомендую делать: не снимайте жилье у русскоязычных риэлторов, ни в коем случае. Вам просто втридорого предложат то же самое, что на Идеалисте. Помните, что по испанским законам процент за услуги, комиссию риэлторов обязаны платить арендодатели. Помните, что договор срочный на 11 месяцев подразумевает повышение арендной платы на следующие 11 месяцев произвольную ставку. А если вы заключаете договор на год и больше, то арендодатель имеет право повысить только пропорционально возросшим расходам, грубо говоря, пропорционально инфляции. Поэтому все арендодатели стремятся заключать, многие, не все, но многие стремятся заключать срочные договора до года. И при этом, допустим, если вы заключаете договор на год и больше, и вдруг меняется собственник квартиры, где вы арендуете, то у вас есть преимущественное право жить там. То есть, по сути, вы даже можете жить там
даже если поменяется собственник. Если у вас срочный договор, вас могут выселить. Понимаете, да? По поводу аренды квартиры. Худший вариант, то есть самый плохой, это пользоваться риэлтором русскоязычным, но худший вариант это искать варианты аренды в Facebook группах, в WhatsApp чатах и в Telegram каналах. Лучше пользоваться сайтами типа Идеалиста, Фотокасса. Ну, наверное, здесь список приведу 4 самых популярных платформ, где ищут жилье. И плюс еще 2 приложения. Это то, чем бы я пользовался. Но имейте в виду, что для аренды жилья в Испании типовыми требованиями не являются трудовой договор с испанским работодателем, подтверждение того, что вы получаете зарплату последние 3 месяца, так называемая номина, плюс вас попросят, допустим, внести месячный депозит, а бывает и 2 месяца, это как бы гарантия того, что вы не свалите, не оплатив расходы по коммуналке. И вас могут заставить внести еще 1 или 2-месячную финансовую гарантию, что вы не разгромите квартиру. По большому, ну так если максимально, вас заставят единовременно при заключении договора заплатить 5 месячных арендных плат. 1 месяц аренды авансом, 2 месячные ставки, даже 6. 1 месяц авансом, 2 месячные ставки депозита, 2 месячные ставки максимум, это финансовая гарантия, и могут вымогать у вас комиссию агентства, тоже обычно 1-месячная ставка, но могут вымогать, подчеркиваю. А по закону обязаны платить арендодатели. Но некоторые агенты считают, что им закон не писан, и особенно русскоязычные, и могут у вас выклянчивать наличными или даже переводом на Безум эту месячную ставку. Очень внимательно читайте договора. Испанские арендодатели любят удерживать под любыми предлогами те вот суммы депозитов, которые вносятся. Поэтому я бы рекомендовал не соглашаться арендовать квартиру, где депозит и финансовая гарантия превышают размер в 1 месячную арендную плату. То есть максимум, что бы я для себя рекомендовал, это заплатить за 1 месяц аренды, 1 месячную ставку аренды как бы за последний месяц и 1 ставку финансовой гарантии. То есть вот 3 месячные арендных платы это максимум, который бы я себе рекомендовал. Если бы я мог арендовать, пока у меня документов нет. Вот, пока я в подвешенном состоянии полунелегала. Дальше. Покупка продуктов и готовой еды. Я покупаю овощи и фрукты в магазинах пакистанцев и других иммигрантов. Спросите у местных жителей, где дешевые продукты, где дешевые овощи и фрукты покупать. Они дешевле в таких магазинах, чем в супермаркетах. Ищите овощные магазины пакистанцев, иранцев, этих самых колумбийцев, аргентинцев. Вот у нас тут соседние аргентинцы держат. А основные продукты питания покупаю в Консуме, в Меркадоне. Есть сеть Dia, там тоже что-то можно выбирать. Есть большие коробки типа Карфюра, Ашана, Бондия, Бонпри. Ну, короче, разные сети. В общем, в сетевых магазинах. И у меня нет денег, чтобы покупать на рынке или покупать... На рынке цена примерно та же, что и в супермаркете. Только надо в один день ходить определенно. И нет денег, чтобы покупать в фирменных магазинах мясо, рыба и так далее. В общем, с едой надо ориентироваться на Консум и Меркадону. У них самые дешевые в среднем продукты. А все остальное уже по месту. Какие супермаркеты, какие магазинчики у вас поближе. Транспорт. Ну вот вам еще один лайфхак. Арендуйте квартиру или комнату рядом с железной дорогой. В моем
опыте 10 переездов по Испании за 2 года могу точно вам сказать, что если у вас квартира рядом с железной дорогой, вам повезло. Я арендовал в таком городке под Барселоной, называется Руби. 2 часа. О, господи, ребята, вы не представляете. 2 часа на Ferrocarrils в FGC. Это каталонская местная железная дорога, конкурент Ренфи, конкурент федеральной сети. Там, во-первых, стоимость проезда выше на этой FGC, а во-вторых, ну долго, 2 часа это долго ехать. И потом еще этот Руби весь на горках. В общем, намучился я туда ездить, не знал ничего, это первая моя аренда была. Вот. Если в городке нет железной дороги, он дыра-дырой. На автобусе вы замучаетесь ездить. Поэтому хорошее место для аренды там, где есть железнодорожный транспорт. Это значит, что у вас будет более-менее развитая остальная инфраструктура. Интернет я рекомендую не связываться с большими операторами. Ни в коем случае с Водафоном не связывайтесь. Мобистар получше, но все равно плохо. Берите мелких операторов, которые действительно стараются конкурировать по цене. Ну, один из номеров у меня по-прежнему на Digi. Это румынский оператор, который на испанскую землю пришел. Более-менее неплохое соотношение цена-качество. Но как нарветесь, как получится. Платить больше, чем 25 евро за телефон и оптическую линию связи, я считаю глупостью. Вот. К сожалению, у крупных операторов типа Мобистара или Водафона расценки очень высокие. И очень важно, смотрите, при заключении контракта так называемый период нерасторжения. То есть это тот период, который вы обязаны пробыть абонентом того или иного оператора связи. У Водафона обнаглевшие, абсолютно отвратительные операторы, у них это год. И если раньше, то штраф. Так вот, период нерасторжения — это тот обязательный период, который вы должны пробыть оператором, иначе вам ведут штрафные санкции. Или, допустим, это тот период, где у вас там, ну, в общем, смотрите, льготные периоды нерасторжения. У Digi нету каких-то там вот подводных камней, период нерасторжения 3 месяца. Ну, мне кажется, это минимальный, который вообще можно найти в Испании. По поводу русских поселений, в абсолютных цифрах лидирует Каталония, то есть в Барселоне и окрестности больше всего русскоязычных, в абсолютных цифрах, то есть по количеству. Я имею в виду русскоязычных, это и россияне, конечно, и украинцы, и белорусы, и достаточно значительное количество белорусов есть в Каталонии. И казахов я встречал в Барселоне. Но поскольку Барселона агломерация сама по себе большая, да, по поводу русскоязычных комьюнити в Испании. Так вот, россиян русскоязычных в Барселоне и окрестностях больше всего, но поскольку это большая агломерация, повторюсь, то они как бы так равномерно размазаны, то есть вы встречаете и слышите речь даже в небольших городках, не в самой Барселоне, легко встретить, но не так часто. Считается, что от Валенсии до Мурсии, вот по побережью Средиземного моря, находится максимальное количество русскоязычных в соотношении к другим жителям. То есть вероятность встретить русскоязычного человека вот в этом городке, где я живу, выше, чем в Барселоне. Хотя в Барселоне в абсолютных цифрах их больше. Ну там и вообще много людей.
Тут я постоянно русскую речь встречаю. Ну, смотрите, такой пример. Вчера я на рынке, высокая девушка, блондинка. Я подумал, что она из Нидерландов, и я у нее на английском спросил, вкусно ли клубника. Вот. А потом она с сыном по-русски заговорила, и я с ней по-русски поговорил. Очень много русскоговорящих, что я практически вот каждую минуту могу здесь встретить русскоговорящего на улице. Есть и в Барселоне, есть и в маленьких городках вокруг, ну, так много, как в Барселоне. Есть здесь, вот в Бенидорме, в Аликанте, в Валенсии, в Торревьехе. Торревьеха вообще считается столицей русскоязычного комьюнити в Испании. Есть много магазинов, то есть я на самом деле вот за больше двух лет прожитых в Испании я уже нашел для себя места, где покупать привычные российские товары. Чего-то не хватает, что-то, по моему мнению, необоснованно дорого, но в принципе, если мне захочется, я могу купить почти все, что я хочу, даже мороженое коровка из Кореновки, произведенное в Кореновске, за что им огромное спасибо. Вот. Если вы меня спросите, какой бы я деликатес хотел, я бы хотел десяточку кубанской тараночки, сухой да с икорочкой. Ну, может быть, раков. Слюна пошла. Выставляя рейтинг, больше всего комфортнее жить с русским языком, больше всего русскоговорящих в соотношении с другими. Еще раз, это побережье от Валенсии до Мурсии с эпицентром в Торревьехе. Потом, наверное, Барселона и Каталония. Ну, понятно, крупные города. То есть это Барселона, Жирона, Таррагона и Ейда в последнюю очередь. Ну и побережье. Потом третье, наверное, это Мадрид, наверное, как крупный город и мегаполис. Четвертое Андалусия, то есть Малага и вокруг Малаги вот там вот курортные места. Пятое это Бильбао, там есть какое-то количество русскоязычных, но немного, мне так кажется. Ну все. То есть я агломерацию Валенсии, как бы два региона, регион Мурсия и регион Валенсии в один объединил по принципу побережья, а так все. Ну и людей, честно говоря, немного живет в остальных регионах. Есть еще Сарагоса, но я не знаю, сколько там русскоязычных живет. Больше всего, конечно, на побережье. И Мадрид. Так, ответил на эти вопросы.